Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина и я путешествую по миру. И сейчас мы снова вернулись на остров Флорианополис в Бразилии. Но надолго на острове мы не планируем задерживаться. Мы сейчас первым делом арендовали машину, чтобы отправиться путешествовать по самым южным регионам Бразилии. Машину мы берем в Бразилии уже третий раз. В этот раз взяли Renault. Поездим, посмотрим, как она будет в деле. Это уже у них считается внедорожник как класс. И поэтому она, конечно, стоит дороже, чем стоила другие машины. И залог у нее чуть побольше. Привет, Кирилл. Как тебе машина? Мы когда брали этот джипик, мы думали, что она повыше будет, а она на уровне с легковыми прям. Ну, ни о чем, да, то есть мне будет невысоко. Мне просто понравилось, мы в Чили ездили на машине, она была высокая, и мне было очень комфортно на ней ездить. Перед тем, как мы уедем из Флорианополиса, я не могу не посетить пляж. Нам так повезло, мы сейчас приехали второй раз. Такой бархатный сезон, сейчас начало осени, но еще довольно тепло. Солнышко есть, океан не ледяной, и очень хочется немножко провести время на пляже, потому что в прошлый раз, когда мы здесь были, здесь было довольно прохладно. В этот раз мы остановились в районе Кампече, не стали совершать нашу прошлую ошибку, потому что в прошлый раз мы заселились в район Иглезас. Он нам не очень понравился, он не живописный, а вот здесь в Кампече прекрасный, роскошный пляж. Мы сейчас в Новокампече, и я сейчас как раз пробираюсь через тропу к этому пляжу. Здесь очень красивая тропа, по пути вот такие просто роскошные кактусы, куча разной зелени. Здесь есть, кстати, тропа из настила сделана, более удобная, если вы не хотите вот так по песку идти. И самое приятное, что у нас дом, первая линия. Вы выходите из дома и попадаете вот на эту тропу, которая ведет на пляж. И пляж здесь, конечно, он не купабельный, я вам так скажу, поэтому если вы с маленькими детьми, то вам здесь не получится искупаться, потому что здесь прям очень сильные волны. Но этот пляж идеален для серфинга, для кайтсерфинга, совершить утреннюю пробежку возле океана или почилить с книжкой, полежать, позагорать. Иногда здесь вполне можно попрыгать по волнам. Ну и, конечно же, любоваться, восхищаться природой. Это определенно мой самый любимый пляж во Флорипе. Ну, есть еще один пляж, который мне очень сильно понравился, но до него нам далеко ехать. Он называется Барра-де-Лаго. Очень красивое место. Там помимо того, что там океан, там еще и такое озеро. Ну, в общем, там очень красивого цвета вода и вообще местечко. Но Кампече все равно мой фаворит. Мы с Кириллом пришли не только позагорать, но и решили устроить микропикничок. Мы взяли вот такую камбучу. Если будете во Флорипе, вообще в Бразилии, рекомендую брать вот такую, очень вкусная. Но мы забыли дома открывашки, хотя специально их подготовили. Сможем ли мы открыть их об стул? Вообще вот эти стульчики, о, молодец! Так вот, я вам хотела немножко рассказать про эти стулья. Вот эти стульчики, они есть почти в любой квартире. Их предоставляет владелец жилья, и это ужасно мило. Они сами всегда ходят на пляж с этими стульчиками, со своими зонтиками. В общем, они к пляжному отдыху подходят серьезно. Сегодня приехали на пляж, на котором нет волн, пляж Даниэла. Пойдемте посмотрим. Ну что, действительно нет волн, прям как будто бы море. Не очень чистое из-за песка, ну, Балтийское, наверное, море.
уже искупалась. Вода здесь действительно без волн, но она мутная, такая, знаете, а-ля Балтийское море и холодная. Но сейчас опять же осень, поэтому не знаю, может быть поэтому. Но в любом случае она теплее, чем где-нибудь на Кампече. Я вообще в Бразилии первый раз искупалась, потому что обычно мы всегда на открытом океане, и там такие волны, и вода прям ледяная, невозможно купаться. А здесь вообще можно. Арендовали стульчики, зонтик и столик. Заплатили 80 бразильских реалов за целый день. И уже купили кокосики. Сейчас будем пить кокосики, чилить. Мы с Кириллом позагорали, зачилились. Сейчас мы отправились на поиски кайманов. Не знаю, будут они тут или нет, но здесь есть отметка, что они здесь есть, и фотографии. Он, конечно, лежал очень это. Мне кажется, он показывает, мол, типа, вы не думаете, что я тут такой греюсь? Я могу вот это вот... Ну что, мы нашли одного, конечно, но какого? Капец, он огромный. Которых мы видели, я снимала в прошлом выпуске, когда мы были во Флорипе, в ботаническом саде в местном. Мы видели там кайманов. Их было прям много. Я думала, это крокодилы. Я тогда еще не знала, что здесь не совсем крокодилы, а кайманы они называются. Они менее агрессивные, меньше, чем крокодилы. Но они были маленькие прям. А этот такой огромный. Лежит тут, греется на солнышке. Капец, ну очень крутой пацан. Искупавшись и посмотрев на кайманов, мы решили отправиться пробовать устрицы. Ведь Флорианополис – устричная столица Бразилии. На остров приходится около 90% всех бразильских устриц. Пробовать самые свежие лучше всего в историческом районе Санто-Антонио-де-Лишбоа. Дегустацию идеально совместить с прогулкой по району. Район был основан португальскими иммигрантами с Азорских островов. Главная улица застроена аутентичными одноэтажными домиками с соцветными ставнями, а вдоль набережной тянется вереница ресторанов, куда люди со всего острова съезжаются ради свежайших устриц и морепродуктов. Мы не стали исключением. Первым делом нам принесли устрицы. Мы взяли попробовать сырые, на пару и запеченные. Запеченные, кстати, с грушей и с горгонзолой. Ну, давай начнем, наверное, с сырых. Мы ни разу в жизни не пробовали сырые так точно. Как копченая рыба, только очень жидкая. Ну и вот такая вот она на вкус. Просто как будто бы рыба, только солененькая. Приготовленная на пару. На пару мне нравится больше. Кстати, хорошо запеченная. Не это, как сказать-то, не каменный сыр, а прям такой мягенький. Она такая вкусная, я буду только запеченной. Короче, мне больше всех понравилась запеченная. Проведя несколько дней на острове, мы уехали кататься по соседнему штату. В Бразилии у меня очень большой список сохраненных мест, которые мне хочется увидеть и где побывать. Страна очень большая, мест очень много. Даже я не знаю, сколько раз мне еще нужно будет вернуться в Бразилию, чтобы закрыть хотя бы половину из этого. Поэтому сидеть на одном месте совершенно не хотелось. И, пользуясь приятной осенней погодой, мы отправились исследовать штат Рио-Гранди-до-Сул. Первая точка нашей поездки стал горный курортный город Грамаду. Дорога из Флорипы до Грамаду хорошая и живописная. Подъезжая к городу, первым делом бросилось в глаза огромное количество парков развлечений с самыми разными тематиками. Сразу стало ясно, что место отлично подойдет как для взрослых, так и для семей с детьми. Мы доехали до Грамаду, рум-тур квартиры, в которую мы заселились. Это как раз вход, мы зашли, тут сразу же гостиная кухонная, есть посудомойка, стиральная машинка, духовка, плита. Никаких тут нормальных кастрюлек нет, как обычно. Вот мы сами всегда покупаем, возим с собой кастрюльку одну и чайник. Диван. Он, кстати, раскладывается, можно спать, но они нам не оставили дополнительного постельного. Ванна маленькая. Для такой большой квартиры делать такую маленькую ванну, это, конечно, капец. Единственное, вот здесь на потолке, я хрен его знает, то ли это плесень, и они ее так типа зачищали, то ли просто какое-то пятно. Ну, короче, отстой. Ну ладно. Здесь есть горячий полотенчик, только что я его сейчас включила, посмотрим, нагреется он или нет. Большая кровать с одеялом.
в пододеяльнике. Вот такая квартирка. Закинули вещи, вышли на прогулку. Ну, точнее, не на прогулку, а на поиски еды. Вообще в Громадо принято есть фондю, но все фондю у них открываются в 6 часов вечера, а мы без обеда. Очень сильно хотим есть. Поэтому мы пошли сейчас на какую-то едабельную улочку. Она у нас тут совсем под боком. Поедим просто какой-нибудь обычной еды, а в фондю сходим уже либо сегодня вечерком, либо уже, возможно, завтра на ужин. Вообще город очень красивый. Мне начинает немного флешбэчить югом Чили, различными городами типа Пукона. Ну, он выглядит по-другому, конечно, но красивые домики, красивый кондоминиум у нас, и атмосфера такая очень приятная. По ощущениям очень безопасно, приятный, классный город. Что же за город такой Громаду? Громаду часто называют бразильской Швейцарией. Город находится в горном регионе Серра-Гауша на высоте около 850 метров над уровнем моря. Из-за этого здесь прохладный климат, и здесь даже бывал снег. Город был основан португальскими переселенцами, но в конце 19-го, начале 20 века сюда массово начали переезжать иммигранты из Германии и Италии. Они сформировали внешний вид и культуру города. Громаду построен в стиле альпийской и баварской архитектуры, утопает в гортензиях, на улице идеальная чистота, атмосфера безопасности и европейская кухня. Громаду называют столицей бразильского шоколада. На улицах города работают десятки фабрик-магазинов с домашним шоколадом ручной работы. В городе очень развита гастрономия, а из еды здесь невероятно популярно фондю. Громаду очень туристический город. Здесь проходят крупные фестивали, например, местный кинофестиваль, рождественский фестиваль, а когда были мы, здесь проходила Пасха. Весь город был в декорациях из шоколадных яиц и кроликов. Было много народу и праздничная атмосфера. Немножко прошлись, буквально в 3 минутах был магазин шоколада. Купили себе несколько шоколадок, шоколадных конфеток. Идем сейчас по улице, по такой оживленной. Здесь куча всяких каких-то одетых людей в какие-то наряды, куча каких-то развлекух. Это что за Диснейленд? Это реально выглядит как будто бы город Диснейленд. Очень много людей, очень красиво, приятно, очень классный город. Что я имею в виду, говоря про Диснейленд? Все в каких-то декорациях, какие-то аттракционы, какие-то магазины стилизованные. Здесь, кстати, куча кафешек стилизованные под разные. Там есть кафе с Гарри Поттером. Не знаю, может, мы походим в какие-нибудь такие кафе, я вам покажу. Пришли в какой-то очень симпатичный ресторан. Сейчас мы будем пробовать фондю. Заказали еще дополнительно одно блюдо кухни Конго. Мы ни разу такого не пробовали, но мы и фондю ни разу не пробовали. Сказали наугад, то принесут, то принесут. Я вам буду показывать, мы будем пробовать, и я вам буду говорить, как это на вкус. Мне не всегда нравится в Бразилии, как готовят, именно вот как готовят. Причем любую еду, хоть там какую-то европейскую, привычную нам, хоть какую-то свою локальную, хоть японскую, я не знаю, любую. Они очень часто пересаливают, они очень часто добавляют всяких сладких соусов. Если это какие-то роллы, они их постоянно поливают каким-то сахарным соусом, поэтому мне не очень нравится, как они готовят. Итак, нам принесли сырный фондю. Здесь у нас картошечка, брокколи, хлеб. И вот это, я так понимаю, вот это их тапиока, да, или маниока, вот бразильская. Ну да. А вот эта штука, я вообще не знаю, что такое, я попробую. Свекла, думаешь, да? Выглядит как свекла. Ага. А Кирилл будет есть какое-то блюдо Конго кухни. Здесь у тебя тушеное рагу, да? Оно вот как раз с этой, с маниокой, да? Да. Так, ну что, я хочу начать макать с брокколи. Слушайте, я честно не знаю, как здесь все устроено, потому что там было написано традиционный типа фондю, и там он стоит 145 реалов, а внизу как бы строчками написано сырный, мясной, шоколадный. Мы сперва думали, что надо выбирать, но они нас не спросили, какой вы именно будете, и нам показалось, что будут все. Брокколи в сыре. Ну и вот, что-то мне подсказывает, ну, мы не смогли выяснить, в общем, входит в эти 145 реалов все 3 варианта фондю или только один. Поэтому по наитию. Ну, картошка в сыре точно будет вкусная, я думаю. Сыр вкусный. Кстати, он не сильно горячий. Ничего не пересолено. Все довольно вкусно. Я хочу твое попробовать. Вот это вообще-то не
не блюдо не Конго, мне кажется, потому что я загуглила, и там именно растительная пища, а здесь мясо. Ну, разве что маниоку. Мы, кстати, ее вроде бы еще не пробовали. Ну, только чипсы, да, всякие. А, это тапиока. На вкус как картоха. Ну, прикольно. Кирилл тут заделался поваром, готовит. Aqui vou deixar os nossos molhos. Aqui temos molho chimichurri. О, Aqui это temos соусы. farofa. Вау. Aqui temos molho branco. Aqui temos pimenta. Aqui temos molho mostarda. Aqui temos molho de alho. Aqui temos vinagre. Aqui temos molho barbecue. Aqui temos molho mostarda. Aqui temos molho de alho. Depois de pegar o carne, o garfo e vai. Vou pegar mais um garfo aqui. Ну, как тебе? Хорошее мясо. Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Бригада. Oi, Fabiano, tudo bem? Они такие классные, я не могу вообще. Просто очень клевые бразильцы. Ну и завершающий этап – это шоколад. Сегодня нас Громаду радует хорошей погодой. Сегодня солнечно. И мы отправляемся в национальный парк, который здесь находится неподалеку. Едем в этот национальный парк, посмотрим, что там есть. Мы зашли, уже прикольно. Мне нравится здесь организация. Очень все понятно, доступно, прикольно. Мы сейчас на какой-то стеклянный пол идем. Парк Каракол находится всего лишь в 15 километрах от центра Громаду. Он небольшой, но если вы будете в Громаду, то съездить туда стоит. Главная достопримечательность – водопад высотой 131 метр, падающий со скалы посреди густого атлантического леса. Кроме этого, здесь есть несколько троп, где можно погулять или устроить пикник. Вау, смотрите, какой водопад. Конечно, не Фос Игуасу, но все равно очень красиво. Посмотрите, как он красиво падает. Небольшой перекус. Это с чем? Это с шоколадом. Шоколад. Шоколадчик. Сейчас Кириллу возьмем соленый. Погуляв немного по парку, мы вернулись в Громаду на обед. Прервались на обед. Для этого нам пришлось вернуться в Громаду. У нас рядом с домом была как раз кафешка. И у нас здесь еще и шоу. Я вам его не могу подснять, потому что у нас здесь камин. Ну, может, вот там. В Бразилии вообще очень распространен формат буфетов. Я считаю, что просто культурное достояние ЮНЕСКО должно стать, потому что нигде в мире я такого не видела. Можно есть брать на вес, можно брать ешь сколько хочешь, называется. Ешь сколько хочешь всегда дороже выходит, но вы можете есть сколько хочешь. Так что будем есть сколько хочешь, но из плюсов здесь есть фондю шоколадный на десерт, и мы его тоже попробуем. Почему бы и нет? От обедов мы поехали в один симпатичный сад, который находится совсем рядышком с городом. Лавандовый парк, в который мы приехали, находится всего в 5 километрах от центра города. Он совсем небольшой, но красивый и приятный. Отличное место для фотосессий. Вокруг ландшафтные сады и теплицы, где выращивают разные виды лаванды. На территории есть кофейня, правда кофе там не очень. Есть магазинчик, где продают косметику, эфирные масла и сувениры на лавандовой основе. Вокруг Громаду вообще много разных парков. Если будете в городе, то рекомендую прокатиться. Например, подальше от города есть Оливковый сад. Он лежал у меня в закладках, но сходить мы туда не успели. Главная достопримечательность здесь Черное озеро. Можно погулять там. Если вы приедете с детьми, то тут невероятно разнообразие тематических парков, которые точно им понравятся. В Громаду однозначно стоит съездить, особенно если вы остановились во Флорипе. Если выехать рано с утра, то вполне можно доехать за один день. Мы же отправились дальше, в еще один интересный город. Настал день, когда мы уезжаем из интересного города Громаду. Мы его прозвали Диснейленд бразильский. Сейчас мы пробираемся узенькими дорожками в еще один город. Не знаю, будет ли он таким же Диснейлендом или там будет что-то более такое жилое. Сегодня узнаем. Нам ехать всего 2, может быть, 2
2,5 часа мы отправляемся в город Бенту-Гонсалвес, винный регион Бразилии. Там потомки итальянцев уже живут. Поездим по винодельням, покатаемся, зайдем обязательно в лавки с сырами. Здесь куча лавок, кто-то продает клубнику. Очень красивая дорога, мы сейчас едем, я не перестаю восхищаться, какая же здесь красивая дорога, какие красивые места, как удивляет Бразилия. В общем, Бразилия очень интересная, огромная страна, в которую хочется возвращаться, хочется исследовать разные места, разные деревушки. Главное избегать больших каких-то городов, но вот эти деревушки — это вообще кайф, конечно. Заселились в квартиру, огромная квартира, это вот гостиная. Здесь, смотрите, какая огромная кухня. Ну, она узкая, но здесь места много, варочных поверхностей много, очень много всяких полок. Конечно же, в каждом доме чурраскерия, ну или как она называется, в общем, жарение шашлыков. Итак, комната раз. Кровать, причем она выдвигается и становится еще больше. Комната 2. И вот что очень круто, это ставни. Обожаю, когда они делают ставни, потому что можно спать в темноте. И ванна. Ванна классическая, бразильская. Мне очень нравится, бразильцы такие чистоплотные, у них все идеально чистое. Я терпеть не могу их душ. Это просто супер-мега дурацкий душ. Я не понимаю, вот современная, вроде бы неплохая квартира, кондоминиум, и все равно вот этот дурацкий их душ. У них электричество, понимаете, прямо в лейке. И она иногда бьет током, ну таким легеньким. И нету еще этой лейки самой. Это вообще как, вот ноги помыть я хочу, например, подмыться там, еще что-то. С учетом того, что у них и гигиенического душа нету. Вышли сейчас на ужин. Хочу с вами поделиться первыми впечатлениями от города. Мы пока здесь провели буквально несколько часов. Сходили в супермаркет, нашли ресторанчик сейчас, где мы поужинаем. Я вся запыхалась, потому что здесь такой гористый город. Постоянно то вверх, то вниз. Но при этом очень классный. Он идеального размера, то есть он не сильно огромный, не сильно большой, но при этом больше, чем Громада, там Канело. И он более жилой такой. Вот, то есть Громада — это какой-то Диснейленд, это такое что-то ультратуристическое, и он не очень-то пригоден для жизни, для долгой. А этот город прямо он как раз-таки пригоден для обычной жизни, но при этом еще и чтобы с кайфом проводить эту жизнь. Настал новый день, мы отправляемся на Педро до Каминьо. Нет, возможно, я ошибаюсь. В общем, какие-то то ли каменные ступени эта тропа называется, то ли как-то так. Там заселялись эмигранты из Италии. Там сейчас итальянские домики старые, всякие винодельни, различные магазины сыров. У нас нет никакой цели, мы просто едем кататься и будем останавливаться в каких-то красивых местах. Бенту-Гонсалвес – это винодельческая столица Бразилии. Город расположен в холмистом регионе Сера-Гауша, штат Риу-Гранди-де-Сул. Регион идеально подходит для автопутешествия и знакомства с местной историей. Исторический маршрут Каминьо-де-Педро – это дорога 12 километров по сельской местности, которую называют музеем итальянской эмиграции. Маршрут был создан для сохранения деревянной и каменной архитектуры, ремесел и уклада жизни первых переселенцев. Первая наша остановка стала Дом Томата. В доме встретила милая тетушка. Она попросила своего сына, который хорошо говорит по-английски, рассказать историю этого места. Он провел экскурсию, рассказал о первых семьях, поселившихся в этом регионе. О итальянском языке – это разновидность венецианского языка, распространенная в Бразилии и считающаяся культурным наследием. Показал семейный дом, сохранившийся мебелью, одеждой и посудой, теплицы, где выращивают помидоры, и в конце мы прикупили пару съедобных сувениров из местного магазина. Пока не забыли, мы сейчас путешествуем по дороге, которую основали итальянцы, которые уехали с севера Италии в 1780 году, то есть дофига лет назад. В начале вот этой дороги дома расположены от старых семей к новым семьям, ну точнее от более древних, тех, кто переехал раньше, к более поздним, и дома построены по разному принципу. Первые дома сделаны из камня, камень был просто найден на дороге, камни склеены друг с другом травой, пометом и грязью. Далее они начали обрабатывать дерево. Изначально они не могли этого делать, потому что деревья в Бразилии совсем другие, нежели в Италии. Они стали уже развиваться,
развиваться, и у них начали развиваться различные там технологии. Они начали покупать кирпичи и строить кирпичные здания, и начали переделывать свои первые дома из камня в кирпичные. В наше время мы видим то, как они были именно издревле. И вообще весь стиль вот этого пути, по которому мы едем, это вот как было издревле, вот они сохраняют вот этот вот стиль. Очень много он рассказывал непосредственно про постройки, вот эти вот все семейства, но очень много он именно про Бразилию еще сказал важного. Со стороны может показаться то, что Бразилия, она вся такая одинаковая, но на самом деле она абсолютно разная. Все люди, они очень разные, и у них база, грубо говоря, вот прям историческая память, можно сказать, она абсолютно уникальная. Есть итальянцы, есть поляки, есть русскоязычные. У всех свои постройки, у всех свои блюда, у всех свои языки и диалекты. До 1940-х годов у них каждая газета была написана на португальском плюс вот этот вот их язык. То есть вот в дальнем месте это был итальянский вот этот язык, где-нибудь там, где Блюменау, там был португальский, немецкий, португальский, австрийский. Это не совсем правда. Крупнейшие национальные и региональные газеты всегда издавались только на португальском языке. Никакого второго государственного или регионального не существовало. Но в южных штатах вроде Санта-Катарины и Рио-Гранди-де-Сул существовали огромные изолированные колонии немецких и итальянских иммигрантов. В этих регионах действительно выходило большое количество газет только на немецком или только на итальянском языках. А местные жители часто вообще не знали португальского, учились в немецких школах и читали свои локальные немецкие газеты. В то время в Бразилии правил диктатор Жетулио Варгас. Варгас панически боялся появления пятой колонны, и он решил насильно ассимилировать иммигрантов. В рамках этой кампании правительство ввело жесткие меры против иностранной прессы. Вначале немецким, итальянским и другим иностранным газетам запретили выходить только на родных языках. Их обязали печатать перевод всех статей на португальском. Газеты на какое-то время действительно стали строго двуязычными, но довольно быстро гайки закрутили, и вся пресса на иностранных языках была полностью запрещена. С началом Второй мировой войны ситуация для немецких и итальянских общин стала еще хуже. Было законодательно запрещено говорить на немецком, итальянском и японских языках в общественных местах и на улице. Все немецкие школы были закрыты или национализированы, а радиовещание на иностранных языках полностью прекращено. За разговор на немецком на улице полиция могла вполне арестовать. Томато Хаус очень классный, вот именно сюда стоит приезжать для того, чтобы на нормальном английском языке поговорить с этим умнейшим человеком. Он реально очень много классного и интересного про Бразилию расскажет, что, наверное, вам не расскажут где-либо еще, и тем более на английском языке. В доме Помидори Кирилл попробовал томатное пиво, мы прикупили вяленых томатов и еще несколько съедобных сувениров. Прокатились до дома сыров, где продегустировали местную продукцию. Кстати, бразильские сыры на мой вкус невкусные, а я попробовала немало. Тем не менее, мы все равно взяли домой пармезан и продолжили нашу поездку по винному краю. Вообще можно было бы взять экскурсию, и вас будут возить по всем этим старым знаковым домам. Кто мясо делает, салями здесь очень популярно, сыры кто-то делает. Но, во-первых, почти никто тут не говорит на английском. Нет смысла брать экскурсию. Здесь не какой-то крупный город, где можно было бы взять англоговорящую экскурсию. По крайней мере, я особо не нашла. Да и настроения как-то на экскурсии у меня, если честно, нет. Хочется вот просто покататься. Даже если мы ничего особо не поймем, я вот, допустим, приеду в какое-нибудь место и загуглю, что это за место. И как-то мне вот по настроению именно вот так хочется поделать. Приехали сейчас в самую первую винодельню. Это, наверное, самая крупная винодельня, которая здесь есть. Одна из самых старых виноделен, которая здесь есть. Это вот все место засветилось в книге «1000 мест, которые нужно обязательно посетить перед тем, как вы умрете». Невероятная красота, просто потрясающе. Здесь можно просто погулять, походить. Здесь можно взять дегустацию. Здесь также есть ресторан, где можно пообедать. Есть кафе-мороженое. Если хотите, любите фотографироваться, снимать, то тоже это место потрясающее. Винодельня, на которую мы приехали, одна из самых известных и старейших виноделен Бразилии. Считается, что именно здесь находится один из лучших подземных погребов для выдержки игристых вин в Латинской Америке. На территории комплекса проводят экскурсии по подземным погребам, где рассказывают об истории местной семьи и технологиях производства с дегустацией вин и игристого. Мы не любители алкоголя, поэтому на дегустации не пошли. Погуляли по комплексу и поехали на обед в милое, но очень шумное кафе, которое специально
специализируется на ризотто. Кстати, все классные локации, в которых мы бываем, я оставляю у себя на канале в Телеграм. Не забудьте туда подписаться. Мы сейчас сходили, пообедали в таком классном месте. Ресторан, который специализируется на ризотто. Я брала себе какой-то лимонный с цитрусами ризотто. Кирилл себе брал мясной ризотто. Очень вкусно, очень красиво. Сейчас мы доехали в 15 минутах от винной дороги. Есть еще город Гарибальди. Городом это не назвать, но в общем тоже деревушка. Приехали сейчас в исторический центр. Немного глянем, что тут есть, и поедем обратно. Гарибальди – уютный колониальный городок, как и весь регион, славится игристыми винами, итальянской историей и архитектурой. Город основали итальянские мигранты в конце 19 века, а назван он в честь Джузеппе Гарибальди, итальянского генерала и революционера, который принимал участие в местной гражданской войне. В центре города красивая и хорошо сохранившаяся каменная архитектура конца 19-го, начала 20 века, старинные церкви и мощенные улочки. Но мы были в воскресенье, и город словно вымер. На улицах не было никого, ничего не работало, и было ужасно скучно. Поэтому мы немного прошлись и уехали. Слушайте, я не знаю, вот какая-то интересная такая штука в этой Южной Америке. Не знаю, в Европе может быть так же, но там за счет, наверное, большего числа туристов так не выглядит. Весь исторический центр, который прикольный, который туристический, по сути, он в выходные вообще вымирает. Здесь ни одного живого человека, ничего не работает, нет людей. Выглядит неприкольно, как будто бы здесь какой-то произошел апокалипсис и все вымерли. Вот машины только парочку ездят и все. Так себе центр Гарибальди. Что-то мне не понравилось. Мы решили особо уже тут не гулять. В общем, поедем в наш Бенту. Там прям мегаполис по сравнению с этим. На этом наше путешествие по югу Бразилии подошло к концу. Мы вернулись во Флорипу, отдали в аэропорту арендованный автомобиль и улетели в Сан-Паулу. Чем мы там занимались и что видели, расскажу в следующих выпусках. Всем пока!